Всем огромный привет! Рада вас приветствовать, друзья, на своем канале. Сегодня буду делиться с вами рецептом пирога, сладенького, вкусненького пирога с абрикосами. Вы знаете, летом всего вдоволь, и овощей, и фруктов, и ягод. Но иногда бывают такие моменты, что ты купил какой-то продукт, а он либо не сладкий, либо не очень свежий, либо где-то подгнил. И тут в помощь нам приходят пироги. А как мы будем его сегодня готовить, я вам сейчас все расскажу. Для нашего прекрасного пирога сегодня нам понадобится 350 грамм муки. Я взяла 3 вида муки. У меня здесь кукурузная, рисовая, пшеничная. Я очень люблю смешивать и вообще люблю, когда идет сочетание рисовой и пшеничной муки. Но это не принципиально. Вы можете брать именно пшеничную муку. 3 яйца. Здесь у меня около 500 грамм, вернее, миллилитров молока. Здесь 200 грамм сахара, я его разделю. Часть пойдет в тесто, часть пойдет у нас в крем. 4 столовые ложки сметаны, 70 грамм сливочного масла. Я его заранее достала с холодильника, оно у меня достаточно уже подтаяло. Пол чайной ложки соли. Здесь у меня ложка кукурузной муки и ложка кукурузного крахмала. Это нам нужно будет в крем. Пол чайной ложки соды, я здесь прямо ее и погашу. Ванилин, разрыхлитель нам понадобится. У меня немножечко здесь миндальных лепестков, вы можете просто взять орехи либо семечки для украшения. 3 яйца, как я уже сказала. И, конечно же, в главных ролях у нас будут абрикосы. Вот у меня такое количество тут их. И один большой персик. Как мы делаем, что мы делаем? Сейчас все расскажу и покажу. Пирог мы начинаем готовить с теста, с приготовления теста. Для этого нам нужно просеять муку. Мы просеиваем муку. Сюда же я добавляю сразу ванилин в муку. Не переборщите, немножечко. Ванилин горчит, если много добавить. Это не ванильный сахар. Сюда же я добавляю разрыхлитель. Где-то полпачечки. Здесь у меня 10 грамм. Полпачечки разрыхлителя я сюда добавлю. Вот так. Все, и это мы сейчас все просеем. Муку я просеяла. Я отделила 2 желтка от белка в наших яйцах. Отправляю сюда муку. Также я отправляю сюда соль. Отправляю сюда половину нашего сахара. Это где-то грамм 100. Сметанку. И отправляю сюда 70 грамм сливочного масла. Сейчас я все это буду перемешивать. Также сюда я отправлю соду. Я немножко перемешала. Сейчас я ее погашу уксусом и отправлю сюда в наше тесто. Тесто я перемешиваю. Оно стало вот такими крупинками. Теперь я буду его перемешивать руками. И долго не буду. Только чтобы оно соединилось в один общий шар. Вот так. Песочное тесто вообще долго вымешивать не надо. Мы просто его соединим в один шар. Наш шарик готов уже. Вот. И я его сейчас отправлю в холодильник. Накрою пленочкой. Вы можете положить в пакет, либо накрыть пленочкой и отправить в холодильник на час. Пока тесто будет в холодильнике, мы займемся кремом. В кастрюльку с толстым дном я отправила где-то 450 миллилитров молока. Отправляю сюда же наш оставшийся сахар 100 грамм в крем будущий. Добавляю сюда ванилин сразу же. И ставлю наше молоко с сахаром подогреваться на газ. Оно должно подогреться. Молоко наше подогревается. Мы в небольшом количестве разводим наш крахмал. Вот так. Мы будем добавлять потом молочко. 2 белка от оставшихся яиц, которые мы добавляли в наше тесто. И еще 1 яйцо дополнительно. Но некоторые 2 добавляют, я добавлю 1. Вот таким образом. И еще можно добавить, я достала кусочек лимона, можно на терочке натереть сюда лимонную цедру.
Хорошо еще раз все перемешиваем. И теперь молоко наше здесь на плите начинает уже нагреваться сильнее. И мы сюда будем тонкой струйкой вливать нашу массу, чтобы заварить крем. Я аккуратно ввела нашу массу сюда в молоко. И теперь при непрерывном помешивании буду ждать, пока масса закипит. И буду ее дальше продолжать мешать. И как только появятся первые бульки, мы выключим наш крем. Вот появились уже бульки. Я убавляю огонь под кастрюлей и помешиваю его венчиком, чтобы он не пригорел и не было комочков. И даю ему таким образом минутку покипеть, чтобы он заварился. Крем готов, я выключаю его и перемешиваю и даю ему немножечко охладиться, слегка. При этом я накрою его, наверное, пленкой в контакт, чтобы он не заветрился. Хотя он у нас не успеет это сделать. Ну вот так. Можно пленочкой, а можно пакетиком в контакт. Наши кремы теста отдыхают, а мы займемся пока абрикосами. Я буду доставать косточку и разрезать их пополам. Вот так. Абрикосы готовы. Персик я тоже порезала на дольки. И на данном этапе можно уже включать духовой шкаф вверх-вниз 180-190 градусов. Свой пирог я буду выпекать вот в такой форме. Вы можете выпекать любой другой, в квадратной, в форме для кекса. Можете выпекать в форме с разъемными бортами. Но я буду вот такой сегодня выпекать. И положила сюда пергамент, вырезала просто даже где-то неровно, круг. Хотя можно этого не делать, если форма антипригарная. И теперь я достаю тесто из холодильника, мы будем собирать наш пирог. Вот мое тесто. Я немножечко третью часть, даже меньше, чем третью часть, можно сказать, четвертую, отниму от этого колобка. Мне понадобится для того, чтобы сверху немножко сделать украшение, либо просто я натру на терке. А это я сейчас попробую раскатать скалкой. Смотрите, вы можете раскатывать его скалочкой, потом перекладывать, либо можно сразу, сейчас я вам форму переложу и покажу, как можно это сделать руками. Вот я переложила, и теперь буду разравнивать его пальчиками прямо здесь непосредственно, придавая форму нашей формы. Вот так. Вот эти места впадинки старайтесь вот так вот пальчиком их туда выровнять, потому что получается, что там будет больше теста и толще будут борта. Оно очень вроде кажется, что тугое, но когда вы ручками начинаете, пальчиками с ним работать, оно очень хорошо поддается. Вот я сделаю бортики, еще выровняю хорошо. И наше дно нашего пирога будет готово. И мы продолжим. Вот готова наша основа. Я делаю дырочки вилочкой. Еще у нас будет один момент. Я беру пергамент. Вот так. Где-то чуть с запасом немножечко. Отрываю его. Кладу сюда. И высыпаю. У меня пшено. Пшеница. Вы можете высыпать фасоль. Вот таким образом. Или горох. Что-то тяжеленькое такое из круп. Вот я такую всегда использую. Она у меня всегда стоит в баночке для таких выпечек. Наша духовка разогрелась до 190 градусов. У меня, у вас может быть до 180. Ориентируйтесь по своей. Я на минут 15 основу нашего пирога поставлю, чтобы она немножечко запеклась. Донышко нашего пирога схватилось. Вот оно стало желтенькое, немножечко приподнялось даже. Хоть мы его и накрыли нашей пшеницей. Теперь крем. Я его вот так вот немножко взбодрю. Сняла пленочку. Вообще люблю заварной крем. Мой самый любимый, один из любимейших кремов. Так. Выкладываем наш пирог. Наше дно.
Вот так, красота какая. Теперь нам нужно выложить наши абрикосики. В центр мы положим персички. Вот так аккуратненько на кремик. Так, вот почти в центр. И теперь абрикосы мы будем выкладывать вверх выемкой. Вот так. Аккуратненько выкладываем. Теперь можно немножечко миндаля. Остатки. Ну, у меня остатки, вы можете орешками, можно вообще ничем. Я просто уже использую до конца, а то они несчастные стоят. И у нас же с вами остался еще маленький кусочек теста, что мы оставляли, вот такой. Сейчас я подумаю, либо я натру, либо я сделаю полосочки аккуратно. Все-таки я решила вот так украсить полосочками. Вы можете просто ножиком нарезать, либо натереть на терочке. Это уже по желанию. Я просто положу сверху полосочки, будет у нас как тарт. Это уже тут полет вашей фантазии. Как вы захотите, так и творите. Ну вот такая красота у меня получилась. Ни крошки теста я не оставила, все даже сюда добавила, просто рассыпала. И теперь я отправлю в духовку наш пирог на минут 35. Я достала пирог из духовки. Он выпекался 35 минут. Посмотрите, какой он красивый получился. Я рекомендую его пробовать на следующий день, потому что здесь заварной крем, он должен полностью остыть. Он тогда немножко так скрепится, будет такой замечательный. Я покажу вам его завтра. Ну вот утро завтрашнего дня. Сейчас я разрежу, покажу вам, какой он получился замечательный. Можно было оставить в холодильнике его, но я просто оставила его при комнатной температуре. Сейчас я вам достану кусочек. Вот. Видите, какая красота? Так что готовьте, пожалуйста, его с удовольствием. Желательно, чтобы он долго постоял. Это, один из минусов. Вытерпеть, не попробовать кусочек. И заглядывайте на мой канал. Всего вам самого хорошего.